Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube канал. Меня зовут Михаил Непомнящий, мой сайт missionapp.com, и сегодня я поговорю про то, какими приложениями я пользуюсь. Какими приложениями пользуюсь как разработчик, какими приложениями пользуюсь как YouTube-блогер. И начну я с того, что на дворе 2025 год. У нас, конечно же, уже есть эра искусственного интеллекта, и много приложений, связанных с этим, выходит каждый день. Но насколько это действительно влияет на мою работу, вот мы сегодня посмотрим, поговорим про то, что я конкретно использую. В качестве компьютера, соответственно, операционной системы к нему я использую MacBook. У меня есть MacBook Pro, который рабочий мне выдали на работе, и есть MacBook Air, который мой персональный. Когда-то у меня было сочетание, это был HP на Windows, и, соответственно, MacBook рабочий, было достаточно проблематично туда-сюда переходить с одного на другой, поэтому в какой-то момент я решил, пускай у меня будет одинаковая операционная система с одинаковыми горячими клавишами, и мне будет проще переключаться между рабочими проектами и моими персональными. И вот таким вот образом у меня домашний сетап тоже на Mac. И здесь хочу вам показать, как я изначально настраивал себе Mac. Есть такой товарищ Робин Вирух, человек, который много рассказывает про веб-разработку, в частности про React, и вот у него есть на сайте инструкция, как он последний раз настраивал себе Mac. Инструкция где-то года 2, может быть даже 3 назад вышла, но вот он ее обновляет каждый год, добавляет текущий год, как будто он что-то поменял, не знаю, может быть на самом деле поменял. И здесь достаточно много интересных рекомендаций, как операционную систему он рекомендует настраивать, какие приложения ставить и как эти приложения настраивать. Разумеется, не стоит слепо следовать всему тому, что здесь есть, можно выбрать под свои нужды. В частности, из того, что я здесь взял, это я заменил терминал по умолчанию и использую, допустим, вот этот вот терминал, который называется iTerm. И в частности, часть плагинов, которые здесь рекомендовалась, я тоже взял и использую. Чем он мне нравится? Тем, что он достаточно легко конфигурируется, и у меня есть подсветка того, где я сейчас нахожусь. Если это гид-репозиторий, он мне показывает, на какой ветке я нахожусь, и более того, даже показывает, на какой версии ноды я сейчас работаю, потому что между проектами версия ноды может меняться. У меня на рабочем компьютере, на домашнем компьютере используется тот же самый iTerm, да в принципе сами операционные системы я настраивал обе, используя этот гайд, но не полностью, частично. И вот это облачко, оно имеет отношение к Kubernetes, которым в данный момент я не пользуюсь, но вот облачко осталось. В самом терминале иногда я из любопытства что-то экспериментирую. Вот недавно я нашел такую утилиту, как lolcat, и ее добавляю иногда к различным вариантам вывода, вот, чтобы оно было повеселее, не просто белое на черном, либо черное на белом. Вот, не всегда, конечно, но так вот поднимает иногда настроение. Касаемо браузеров, у меня есть браузер, который мне понравился в прошлом году, я стал его более активно использовать сейчас. Это браузер Arc, который сейчас у меня открыт. И чем лично мне он нравится, у него есть вот такая вот панелька. И здесь вот достаточно удобно организовывать вкладки. Здесь есть какие-то приложения, которые есть в каждой вкладке, но мне нравится, что здесь есть пространство снизу. То есть я могу создавать несколько вот таких вот вкладок, несколько пространств с разным набором вкладок. Достаточно легко, вот так вот просто драг-н-дропом я добавляю новые закладки, если мне нужны. Точно так же по крестику просто их отсюда удаляю, когда они мне не нужны, создаю папки и так далее. Могу переходить между вкладками. У меня есть вкладка, так или иначе, посвящена моему проекту на YouTube. Есть вкладка, где я просто про футбол что-то смотрю, читаю. Есть вкладка, где я экспериментирую с самыми разными вещами, отвечаю на ваши вопросы на разных платформах и так далее. То есть мне кажется это удобным. Кстати, одна из причин, почему вынуждены мы, как фронтенд-разработчики, связываться с Mac, это, конечно же, Safari. Он у меня не используется для того, чтобы повседневно пользоваться интернетом, но, конечно же, для того, чтобы проверять, как работает мое приложение, Safari мне в том числе нужен. В том числе, если я работаю над мобильными приложениями, мне также пригодится Xcode и тот же Safari, если там встраивается веб-приложение в какую-то внешнюю оболочку. Разумеется, я продолжаю использовать Google Chrome. Поскольку у меня здесь намного больше вкладок, опять же, дело привычки, но все чаще я все-таки использую Arc, но Chrome, повторюсь, как мой второй выбор, браузер по умолчанию у меня Arc. Редактор кода у меня все еще остается Visual Studio Code.
Я к нему привык, я знаю огромное количество фокусов, которые в нем можно провернуть. Эти фокусы, в частности, я делился ими на своем YouTube-канале. У меня есть в формате шортсов, есть в формате длинных видео, различные сочетания клавиш, как что-либо насетапить под себя. Поэтому я продолжаю им пользоваться. В прошлом году WebStorm также стал бесплатным, ну, отчасти у них не совсем бесплатный, но есть для личного пользования также версия. Я в очередной раз попробовал WebStorm, в очередной раз не понял, зачем он мне нужен. Хайп, связанный с другими редакторами кода, типа курсора и прочим, я тоже пока что не поддерживаю. У меня есть лицензия на GitHub Copilot, соответственно, я пользуюсь GitHub Copilot, он мне что-либо подсказывает, в том числе анализирует, что у меня уже есть и так далее. Я его использовал и на рабочем проекте, и в личных проектах также. Опять же, возможно, есть лучшее решение сегодня. Я делал год назад обзор на существующие помощники, и на тот момент GitHub Copilot был самым лучшим. Сейчас также GitHub Copilot есть в бесплатной версии. Я вот подумываю, может быть, мне имеет смысл бесплатную версию попробовать, потому что с кодом я работаю гораздо меньше, чем раньше, и, скорее всего, бесплатной версии мне уже будет достаточно, но пока не перешел, пока использую платную версию. Не знаю, есть ли там различия помимо количества запросов, которые можно сделать. Если вы знаете, поделитесь. Может быть, мне не имеет смысла отказываться от платной версии. Она мне все еще может оказаться полезной. Что еще? В качестве заметок я использую Obsidian. Вы наверняка про него слышали. Вот такой вот редактор. Он хорош тем, что он Markdown, во-первых. Во-вторых, у него есть достаточно удобные инструменты, в том числе связанные с навигацией. Я могу по сочетанию горячих клавиш посмотреть, что было последним, поискать что-то, точно так же, как мы это делаем в редакторах кода, и конкретно в формате Markdown с этим работать. Если мне нужен заголовок, я могу, соответственно, уровень заголовка выдать через символ хэштега, у меня будет какой-то заголовок. Если мне нужно, соответственно, блок кода, я его задаю через 3 косые кавычки в начале, в конце, плюс указываю язык и так далее. То есть, опять же, у меня есть на YouTube ролик про Markdown, что это такое, как им пользоваться. Я им пользуюсь, и, на мой взгляд, это даже намного быстрее, чем использовать какой-либо другой редактор и выбирать там какие-то встроенные возможности визуального оформления. Здесь есть режим непосредственно редактирования, есть режим чтения, так чтобы ничего не сломать, и есть разные панельки, которые можно насетапить так, чтобы они по горячим клавишам открывались. Соответственно, панелька, где у меня все содержимое, также в папке я организую, есть поиск, есть, соответственно, закладки я могу своего рода делать, и есть, опять же, если другую горячую клавишу нажму, есть панелька справа, тоже с определенными нюансами, в частности, вот я в одной из вкладок вижу, какие у меня есть заголовки, и могу между этими заголовками быстро перепрыгивать, так, чтобы, если большой файл, не листать вручную. В общем, для заметок все свои заметки, и рабочие, и нерабочие, я веду в Obsidian. Ну и, наверное, последнее, что касается разработки, что я хотел показать, это инструмент, который называется Bruno, это альтернатива Postman, а также про него видео когда-то записывал. Я действительно им пользуюсь, больше для личных проектов, нежели чем по работе. По работе мне сейчас редко нужен подобного рода инструмент, но я им по работе пользовался последние полгода, перед тем, как перешел на менеджерскую позицию. Но, опять же, в личных проектах я его использую достаточно удобно. Вроде бы тот же самый Postman, с теми же самыми возможностями, но гораздо более дружелюбный с точки зрения open source. Касаемо искусственного интеллекта, хайпа много, как я уже говорил, я использую GitHub Copilot, когда дело идет про код, когда мне нужно что-то еще. По работе у нас есть корпоративный искусственный интеллект, по сути это Google Gemini с корпоративной оберткой, которая не дает данным уйти вовне. Для своих целей я использую Perplexity, у меня есть платная подписка. Что такое Perplexity? По сути это супер поиск, не просто поисковик, а поисковик, который ищет что-то, выбирает информацию и уже выдает нам выжимку, с которой просто работать он может делать также эту выжимку по текстовым документам. И что тут интересно, здесь можно, соответственно, смотреть, где мы хотим делать поиск, по видео, по социальным сетям, по академическим статьям и так далее. Можно сюда загрузить конкретно файлик, допустим, в PDF формате, и он будет, анализируя файлик, выдавать нам информацию. Здесь много разных возможностей, в частности, можно свои пространства узкоспециализированные по тематике создавать, загружать туда свои документы и так далее.
Подробно мы эту тему не будем сегодня рассматривать. В интернете полно обзоров на Perplexity. Просто вот хочу сказать, что это один из инструментов, которым я пользуюсь. В основном не по работе, потому что я сказал, что у нас есть корпоративный Gemini, но уже больше в личных целях, в том числе и под проект. Иногда он мне какие-то идейки подсказывает или помогает прорабатывать какие-то темы. Для записи экрана с осени прошлого года я стал использовать Screen Studio. Я достаточно долго использовал OBS. OBS Studio, наверное, года 4-5, а то и больше я пользовался исключительно им. Иногда пробовал поэкспериментировать с какими-то приложениями, но все время возвращался к OBS Studio. Но в какой-то момент он начал меня подводить. Несколько раз подводил таким образом, что итоговая запись у меня не сохранялась, несколько раз подводил как-то по-другому, и я начал искать варианты. В частности, мне казалось, что OBS не очень оптимален с точки зрения операционной системы, которую я использую, а вот Screen Studio, она разработана конкретно под Mac OS. И мой опыт оказался положительным, хотя, конечно, эта штука платная, мне пришлось за нее заплатить, но у нее помимо непосредственно записи экрана, у нее есть различные фишки касаемо того, что пишется отдельно, сразу пишется отдельно камера. Я могу менять положение камеры в любой момент, размер камеры и так далее. У нее есть автоматические зум-ин, зум-аут. Опять же, эти эффекты я могу настраивать. Есть базовый какой-то редактор кода, хотя не для всех целей мне его достаточно. В общем, пока что опыт удачный, я им пользуюсь. Правда, так как я им пользуюсь, мне пришлось временно прекратить сотрудничество с парнем, который делал мне монтаж, потому что у него Windows, он вот в таком виде монтаж для меня сделать не может, но в принципе в дальнейшем, возможно, я могу делать какую-то базовую историю, а потом на постпродакшн отдавать, потому что постпродакшном я все еще иногда пользуюсь, это программа CapCut для меня, опять же сегодня. Возможно, я ее поменяю. В CapCut есть встроенные какие-то фишечки, связанные в том числе и с искусственным интеллектом. Сейчас я в нем, по сути, добавляю только титры. В начале, в конце, иногда в середине что-то тоже приходится добавлять, но в целом базовых возможностей Screen Studio и его редактора мне хватает. К CapCut у меня с каждым кварталом, наверное, появляются разного рода претензии, в первую очередь потому, что ребята смотрят, каким функционалом люди пользуются, и начинают этот функционал делать платным. У них есть бесплатная версия, есть Pro подписка, соответственно, с оплатой на каждый месяц, и наиболее популярные возможности начинают выносить в Pro-версию, и, соответственно, данный редактор становится все менее интересным, и я, возможно, буду исследовать альтернативы, в том числе альтернативы с искусственным интеллектом, либо же вернусь к какому-нибудь классическому редактору, типа DaVinci Resolve, ну, либо его аналогом, их на самом деле тоже есть разное количество. Когда речь идет про работу с документами, я чаще всего использую, ну не чаще, в основном я использую обычный Google. Соответственно, Google документы, Google таблицы, даже Google презентации. В частности, по работе я использую Google презентации. Для своих видео иногда я использую вместо Google презентации это встроенный Keynote, который есть непосредственно в macOS, просто из коробки. Я нашел достаточно удобным. Может быть, из коробки он не столь могучий, как Microsoft PowerPoint, но в целом возможностей там ого-го вполне хватает для того, чтобы делать все то, что мне надо. Ну и, наконец, напоследок, как только я начал записывать экраны с вот этой бегущей кошечкой, люди стали спрашивать, что же это такое. Это отдельное приложение, которое называется RunCat, если мне память не изменяет, да, вот так вот оно называется, RunCat. По сути, оно нужно для того, чтобы понимать, насколько сейчас загружен компьютер. То есть, чем быстрее бежит кошечка, тем сильнее нагружен компьютер. И иногда, если я понимаю, что вроде я ничего не делаю, но кошечка бежит быстрее, значит, что-то не так, нужно проверить, что происходит с процессами. Не обязательно это может быть кошечка, это дефолтная, есть здесь и разного рода другие существа. Вот у меня коллега любит вот такую вот с машущим хвостиком кошечку. Ну, в общем, здесь есть из чего выбрать. Я вернусь к моему дефолтному варианту базовой кошечкой. И еще один инструмент, которым я пользуюсь, в частности, для скриншотов. В современных операционных системах есть куча разных опций по сочетаниям клавиш, чтобы сделать тот или иной вариант скриншота, но я все равно использую Lightshot и делаю скриншоты вот примерно таким образом. Выделяю что-то и могу либо сохранить, либо просто скопировать и отправить кому-то
в мессенджеры и так далее. Там еще есть возможности порисовать на том, что мы сохраняем. В общем-то, это все. Мы поговорили про то, какими приложениями я пользуюсь на ежедневной основе, будь то что-то для разработки, будь что-то для моего проекта, связанного с YouTube и с видеокурсами. И, возможно, какие-то из этих инструментов вы уже знали, возможно, что-то вам окажется полезным, и вы попробуете в дальнейшем. Расскажите, какими инструментами пользуетесь вы. Я вполне допускаю, что я многое упускаю с точки зрения новинок каких-то. И если вы хотите поделиться, что вот он, крутой инструмент, которым пользоваться, стоит также поделитесь, почему, какие преимущества, почему нужно выбрать именно этот инструмент. Я, в свою очередь, с удовольствием попробую что-то новое, а возможно, потом вернусь к тому, что я уже использовал ранее. Так или иначе, мне нравится экспериментировать, но пока что я в этом плане более консервативен и чаще пользуюсь инструментами, к которым привык. На этом на сегодня все. Напомню, что меня зовут Михаил Непомнящий. Мой сайт missionep.com. У меня есть телеграм-канал missionep_channel. Подписывайтесь, будем общаться. И до встречи в следующих видео. Всем пока.